Всем привет из Хургады! Сейчас я вас познакомлю с очень интересной девушкой. Ну, а для начала подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Вот стою я теперь на Марине. Виктория меня поставила среди толпы. Все идут на меня, смотрят. Я, конечно, в шоке пребываю, но место здесь очень красивое и позитивное, поэтому постараюсь вам рассказать про себя немного. Прежде чем оказаться в Египте, я побывала во многих странах. Виктория, конечно, меня сейчас стрессанула. Она обещала, что мы будем сидеть в кафе и спокойно, мило беседовать за чашечкой кофе. Но теперь я стою посреди площади Марины, и на меня смотрят куча народа. Если рассказывать с самого начала, то я не могу сидеть на одном месте долго, я переезжаю по разным городам. Но начала я, конечно, это делать поздновато, так как до этого была замужем, у меня были дети, семья. Как я развелась, я начала переезжать с одного города в другой, потом из страны в страну. Я сама из маленького городка, из Мурманской области. И на то время у меня были и салоны свои, машина, квартира, но я заскучала. День сурка не для меня. Я все продала и уехала в Питер. В Санкт-Петербурге я начинала вообще все сначала, так как я там была никто и звать меня никем. Но я мастер перманентного макияжа, и в своем городе я начинала это делать первое. Также я была мастером татуировки, то есть у нас в городе я была первый открыватель этой профессии, и поэтому у меня была куча клиентов, у меня была большая клиентская база, которых я всех оставила, но периодически посещала свой родной край и начала обучение. Я обучала капучино. Я обучала этой профессии своих девочек, своих же клиентов, знакомых, и оставила свой родной город со многими мастерами. Когда я переехала в Санкт-Петербург, я также все начинала с нуля. И открыла там также студию свою, купила квартиру, в ипотеку, правда, но я ее купила. За 5 лет мне удалось это сделать. Но опять также у меня произошел какой-то профессиональный срыв, и я поняла, что я опять заскучала. И 3 года назад я летом или даже вот осенью в это время я решила переехать в Турцию. Хотя путешествие по разным странам для меня была Испания. В моем приоритете была Испания, я очень хотела туда переехать. Но пандемия мою мечту сломала, так как перестали вылетать, естественно, перестали мы отдыхать. Но эта мысль меня не покидала, то, что я хочу уехать из России. И вот 3 года назад у меня просто что-то как-то пазлы сошлись. Я думала или менять квартиру, или покупать ее где-то на море Краснодарского края, тогда я хотела. Но мне моя знакомая сказала: Кристин, за те же деньги, вернее даже дешевле, ты можешь купить квартиру в Турции. И как-то все так получилось, попался какой-то блогер мне, я посмотрела про Турцию и уехала жить в Турцию 3 года назад. 3 года назад? Да. И у нас, естественно, вылет отменили, хотя у меня были собраны уже все вещи, я квартиру продала на тот момент. Были взяты билеты и на животных, у нас 2 кошки и собака. На 2 багажа, то есть я была подготовлена настолько, что меня уже было не сломить никак, и я взяла билеты в 2 раза дороже на Turkish Airlines, господи. И, в общем-то, так-то все равно мы попали в Турцию, и там начались у меня всякие разные истории. Ой, истории мы очень любим. Это ты истории когда расскажешь? Сегодня или в следующий раз? Моя публика приучена истории, Кристина. Я могу рассказать сейчас. Часть хотя бы, да? На то время у меня были деньги, я хотела купить квартиру там. Но так как началась война, цены начали расти просто каждый день. И мне пришлось вложиться в стройку.
С этого началась моя история. То, что меня потом знали, я была в городе Авсалар, это недалеко от Алании. И там я вложилась в 3 стройки, потому что первая была квартира уже готовая, на то время как бы у меня денег еще и хватало. Ну, чуть-чуть осталось добавить, но оказалось, что дом без искана. Искан – это документ главный на землю, то есть у застройщика не было права на постройку этого дома. И то есть мой риэлтор сказал, что будем искать другую квартиру. Другую квартиру мы нашли в стройке, которая строилась год, но с нее у меня тоже получилось соскочить, так как потом я узнала, что эта стройка достроилась, но они подняли на 30 тысяч, на 30% тогда от стоимости каждой квартиры, кто вкладывался, ну, то есть в долгострой вкладчину, не полностью оплачивал. И у меня не прошел платеж из России. Тинькофф уже тогда ставил запреты на переводы, и у меня как бы разосторгнули договор с этой квартирой, слава богу. Ну, может быть, слава богу. В общем, в 3-ю квартиру я вложилась, она была еще в 2 раза дороже. И там пошло-поехало. Только я оформляю документы на эту квартиру, мне попались риэлторы, не очень хорошие, не очень честные, не то что не очень, там просто были аферисты. Всеми силами они у меня забрали деньги, которые у меня были, хотя я могла заплатить всего 5000 евро, и пока не достроится дом, ничего больше не оплачивать. Но меня так окрутили, что я оплатила всю сумму, ну не всю сумму, у меня была часть. И потом оказалось, что договор у меня липовый. Застройщик совершенно другое говорил, что они мне говорили. В общем, там история такая была, что когда я оформила это все, буквально это было в июне, 17 июня, а с 1 июля закрывают город. ВНЖ не дают вид на жительство русским. И все, я поняла, что эта 3-я попытка была крайняя, и мне не надо было ничего покупать в этой стране, так как жить там не дают людям. И до сих пор ВНЖ тоже не дают. Что-то говорят, что начали давать, но это дают тем, у кого постройка была дома до вот этого момента, до того года, когда переставали давать ВНЖ. Те, кто еще успел 22 года купить до 22, то те еще продлевают свой вид на жительство, и то не на долгий срок. Раньше давали на год, сейчас полгода. Кому-то на год, кому повезет, а кого-то просто выгоняют из страны, у кого есть по 2 квартиры, есть свой бизнес, дети ходят в школу, их просто им не продлевают ВНЖ, им приходится уезжать, хотя они живут там многие года, и у них там свой бизнес, и в другом месте нету жилья. В общем, как-то все пошло не очень хорошо на то, как отношение к людям пошло, и я решила продать ее, не то что продать, а забрать деньги. Но мне застройщик отказал, сказал, что когда продаст квартиру, только тогда мне отдаст деньги, и то без залога, который, не без залога, а без той части, которую платили риэлторам, а риэлтору заплатили немало. В общем, вот так. И я сейчас сужусь уже почти 1,5 года. И неизвестно, что будет дальше, потому что у меня всего за это время было 2 заседания. Так как первое заседание, оно прошло, первое заседание прошло и передали в суд. Я подавала как по мошенническим действиям, перевели дело по правам потребителя. Другой суд. Было назначено на январь, по-моему. Я уже не помню. Короче, у меня 2 раза отменяли суд. Вот сейчас было заседание, и только началось это дело. Это, считай, прошел больше года, и они только начали рассматривать в новом суде. В общем, вот такая история у меня произошла в Турции. Я периодически сейчас туда вылетаю, так как у меня там также много клиентов на перманентный макияж. И я уже там начала тоже обучать, то есть история повторяется. Я как из родного города уезжала, там обучила всех, теперь я в Турции всех обучила. Кристина, а с чем это связано, вот то, что творится в Турции? Во-первых, власти не хотят, чтобы было много иностранцев.
Они хотят, чтобы у них, если были иностранцы, то они были богатые, покупали дорогие квартиры. И то есть они, наверное, повышают тем самым свой уровень проживания, но только я не знаю, что они делают лучше для себя, потому что у них пустые совершенно кафе, магазины, туда никто не ходит. Я не знаю, как они будут выживать. Цены в магазинах настолько дорожают, что бедные люди, которые живут сами в Турции, даже местные, они плачут от того, что так выросли цены. Естественно, все обозлены на приезжих, потому что считают, что это все из-за приезжих иностранцев. И хамское, конечно, общение бывает в сфере обслуживания, даже в тех же банках. Приходила менять карту, не менять, а менять на карте номер телефона, так как номера телефонов тебе выдают, как туристу, на 3 месяца, а потом, естественно, блокируют. И ты постоянно, у меня банковская карта турецкая, приходилось менять номера телефонов. Сейчас я поменяла на номер друга, и столкнулись с такой ситуацией, что разговариваем с ним по-английски, а он нам отвечает по-турецки. Он понимает английский язык и просто не хочет нам донести информацию на том языке, который мы понимаем. То есть женщины вообще там общаются с женщинами ужасно. Они просто тебе говорят, что ничем не помочь, все, до свидания. Приходится брать новый номерок и приходить к мужчинам. Потому что женский пол ненавидит женщин. То есть турчанки не любят приезжих, да? Конечно. Почему? Потому что, приезжие уводят их мужей, выходят замуж за них, рушат семьи, наверное. Я не знаю. Интересно. Я думаю так. Интересно, а в Египте нет такого? Можно сделать рекламу Египту. Дешевая страна относительно. Приезжайте. Все дешевле, можно жить спокойнее, да? Слушайте, очень много сейчас моих клиентов и вообще людей, которые на меня подписаны, следят за мной тоже. Я потому что занимаюсь еще одной профессией, я попозже расскажу. И за мной наблюдают и смотрят по моим перемещениям. И очень многие из Турции сейчас переезжают сюда. Я прям помогаю им, по квартире. Нет, я квартирами не занимаюсь. Нет, мне это не интересно. Я просто что-то советую, даю людей для поиска жилья. Рассказываю какие-то моменты, что здесь можно, что нельзя, чем лучше, чем хуже. То есть, да, есть такое, что люди переезжают сюда. Угу. Видите, какая прекрасная страна Египет. Добро пожаловать. Угу. Почему я попала сюда? Да, У меня первое время я приезжала в Россию, но я настолько не люблю холод, так как у нас не дают ВНЖ, у них в Турции не давали ВНЖ, приходилось все равно выезжать. Первый раз мы выезжали, дочке надо было сдавать экзамен, а второй раз мы поехали уже просто погостить, так как заплатили тоже штраф, уже у нас было почти 10 месяцев, или сейчас 10, не помню я уже, но была большая просрочка. И побыли в России, встретили Новый год. Честно, я больше не хочу там встречать Новый год, потому что для меня сейчас присылают какие-то елки, что там снег, уже наряжены елки в городах. У меня все, прям не хочу. Я не хочу в холод, я не хочу снег, я не хочу зиму. Для меня такая зима, пусть будет лучше такая. В Турции, кстати, могу сказать, зима тоже не очень-то такие хорошие, потому что там, во-первых, влажность, там ветер, дожди ужасные, в квартирах такой холод. Просто если у тебя нету кондиционера на тепло, ты можешь замерзнуть там заживо, потому что все дома каменные, и они не обогреваются ничем. То есть люди спасаются вентиляторами. Я ничего не хочу сказать про Турцию, она мне тоже очень нравилась, мне было там комфортно. И к зиме я бы привыкла, потому что по сравнению с Россией зима там лучше, чем там. Но отношение это людское к людям, люди к людям, для меня все, не хочу. И что здесь, в Египте, я приехала в том году в феврале, также не поехала я в Россию, а приехала сюда одна. Поехала в никуда. У меня тут было знакомые, которые также уехали пересидеть 3 месяца и остались. Молодая пара, которые остались здесь, уже живут 2-й год. И
преспокойненько. Им нравится все тут, климат, море и все. И я на самом деле тоже влюбилась в это море, хоть к нему так тяжело попасть, потому что в Турции море тебе вот оно. Ты можешь вечером пойти, утром, днем, там пляжи все бесплатные, там нету платных пляжей, то есть если тебе стоит отель, то пляж, ты на нем также можешь загорать, покупать лежаки, или если это отель, то нельзя. Есть платные пляжи, у которых ты можешь покупать лежаки, но они открыты территориально, ты можешь прийти, принести свою лежанку, зонт, ты также можешь загорать, тебя никто не выгонит. И вечером сидеть у моря, это такой кайф. А здесь как бы такого нету. Ну, есть, но не в таком количестве. Скажи вот, пожалуйста, такое отношение турчанок к приезжим женщинам было всегда или это вот в последнее время? Ну, я, во-первых, не очень знаю, как оно было раньше, потому что я, во-первых, в Турции, кто-то говорил мне, ты поехала за мужчиной, ты влюбилась, что ты там делала, а я поехала просто. Я всегда люблю перемены. Я поехала просто. Я не знала эту страну. Я до этого отдыхала там 2 раза в отелях. 1 раз с ребенком, 1 раз с подругами. То есть территория отеля, и дальше мы не выходили. Не было знакомств, я не люблю я не фанатка мужчин, как сказать, таких южного типа, но, были, конечно, моменты, что я знакомилась в Турции с мужчинами, но могу сказать, что здесь я не хочу знакомиться. А то, что как относятся женщины к нашим женщинам, это я уже поняла позже, потому что вот их отношения в сфере обслуживания и вообще, наверное, оно такое и имеет смысл, что они нас не любят из-за этого. По поводу еще турецких женщин, я не работала никогда с турецкими женщинами. Конечно, мне приводили там девочки своих мам, не мам, а свекровей, кто замужем за турками. Но могу сказать, ко мне всегда приходят очень хорошие люди, и не было такого, чтобы какой-то негатив от них был. Даже одна турчанка меня хотела взять на работу, я ей делала брови, но она слямзила эту идею, она сама парикмахер, и отучилась на перманентный макияж. И в своем салоне начала делать перманентный макияж сама. Наверное, это и к лучшему, потому что я всегда работала только с русскоговорящими и в салонах, и везде. То есть не в салонах, я снимала в основном кабинеты или же работала по вызову, как так сказать. Что могу сказать про Египет? Я также работаю только с русскоговорящими. У меня много подруг с Украины, с Белоруссии, тоже в Турции также было много подруг с разных стран. У нас нету такого, что, не знаю, у меня, наверное, нету, то, что ко мне как-то относятся плохо люди с Украины, потому что, не знаю, может, потому что... кстати, я сейчас обучала в Турции девочку, она украинка. Она, говорит, давно следила за мной. Не хотела, конечно, идти к русским, но так как я живу давно не в России, она ко мне пошла на обучение просто из-за того, что я человек такой. Ей понравилось, как я, вообще общаюсь или что-то, я не знаю. Теперь мы с ней очень сдружились и общаемся. То есть у меня нету неравенства в каких-то странах. Я не против турчанок, не против египтян, но я не знаю языка, и для меня очень тяжело общаться с людьми, которые разговаривают на другом языке. Мне говорят, обучай сейчас египтянок, что тут может спрос пойти, но я не хочу, потому что то все, что должна я передать, думаю, я должна сама передавать без переводчика. Кристина, какая у тебя главная ценность? Я всегда искала себя. Я занимаюсь разными практиками, что-то ищу новое. И для меня главное быть спокойной и счастливой. И чтобы ценность, чтобы люди были рядом счастливы, и я была счастлива. Наверное, я это все время ищу, разъезжая где-то по разным странам, ища какие-то новые
контакты с людьми. И могу сказать, что мне попадаются каждый раз очень классные вообще люди, женщины. Ну, про женщин я хочу сказать, да, что в Турции у меня очень много подруг осталось, даже которые разъехались, ну вот как с Украины, одна в Швейцарии живет, мы до сих пор контактируем. Здесь я нашла еще новые знакомства, то есть я никогда не бываю одна. В плане того, что у меня всегда есть подруги, и люди попадаются все лучше и лучше. Здесь вот я встретилась с Галиной, кстати, которая у Виктории уже несколько раз принимала участие. И я не знаю как, но у нас прям вот такая произошла встреча, что мы начали разговаривать и сошлись на многих факторов, что нам много нравится общего. И у меня прям возникла идея заняться стилистикой одежды. Но вот смотрите на эту Кристину очаровательную. Она на нашу встречу специально шила юбку. Знаете, у кого? У Галины. Вот они мне прислали эту юбку. Говорит: Виктория, посмотри. Ну, елки-палки, ну какая красивая девушка. Елки-палки, ну все. Хотела выучиться на стилиста одежды, прям хотела открыть магазин в Турции, но понимала, что в Турции магазин одежды это совершенно, наверное, никому не нужно, потому что в Турции и так много этого всего. И второе, так как я смотрю на лица, я люблю женские лица, я, наверное, люблю свое лицо, я всегда за ним ухаживала, но я понимала, что мой возраст уже дает какие-то искажения. И я прям решила с собой что-то сделать. Но у меня были такие моменты, что я прям, рассказывать или нет про это. Я хотела идти к пластическому хирургу, так как что-то уже где-то все подвисало, что-то мне не нравилось в себе. И мне попалась реклама по естественному омоложению. И я прям взяла, нажала на кнопку пройти бесплатный, там, встреча какая-то была, урок или что-то. И я в попыхах в метро слушала это самое и поняла, что слушала эту женщину, которая рассказывала, что можно все сделать своими руками. И из-за чего это все происходит на нашем лице, это все эти наши осанки. А так как мастера бьюти-индустрии всегда сидят в нагибку, всегда в таком положении, из-за этого страдает наше лицо. И я захотела узнать об этом поподробнее. И я купила этот курс. И он стоил практически столько, сколько бы стоила моя операция. Да, я прошла этот курс, это он год длился обучение, защитила диплом, сертификат. Я мастер-тренер по естественному омоложению. Я занимаюсь сама и плюс обучаю девочек. Не то, что обучаю, я не обучаю, я даю свои знания девочкам, и они со мной, занимаясь, также делают себя лучше, красивее и моложе. Потом что я встретила Галину, и мы с ней заговорили о нарядах. И все. Я понимала, что в Египте наряды тут, какие наряды, тут нет магазинов. Ну, мало магазинов же, да? И мне не хватало вот этого шопинга, что-то купить, что-то интересное. И я поняла, что можно шить. Она меня прям вдохновила на это. И мы начали заниматься вместе, создавая красоту в одежде еще. То есть моя миссия, наверное, делать женщин красивее, счастливей и любить себя за счет того, что они сами могут сделать и сами своими руками, и я могу сделать моими руками с помощью перманента. И плюс еще одежду я решила шить. В общем, у меня вот такие вот
пока осуществляются мои мечты и желания, но они все приходят в действие, то, что я планирую. У тебя есть такое ощущение, что Египет открывает способности и таланты человека? Когда ты занимаешься собой, и то есть у тебя интуитивно работает то, что ты хочешь, твои желания, к тебе и приходят все люди. И, наверное, я не просто так приехала в Египет, потому что я спонтанно также уехала сюда. И моя цель была на то время, когда я приехала, я буду заниматься собой. Я тогда себе планировала купить обучение в школе самостояния кундалини-йоги. Это такая штука, которая тебя очень хорошо ставит голову на место и, то есть, какие-то твои затыки закрывает. И я здесь начала заниматься кундалини-йогой. 3 месяца у меня было оплачено, но в дальнейшем я дальше занималась самостоятельно. Может быть, даже, не может быть даже то, что Египет, этот воздух, эта атмосфера, когда ты не чувствуешь каких-то... Вот в Турции я всегда ощущала себя, как будто я нахожусь в последнее время, как называется, когда людей сажают в поселение. Не сажают в тюрьму, а сажают в какой-то поселок, где они не могут выйти ни туда, ни сюда, и ты ходишь и оборачиваешься всегда, чтобы тебя никто-то не увидел. Вот в последнее время у меня было в Турции такое ощущение, что ты постоянно боишься жандармов. Тут полиция называется, там жандармы. Они стоят к зиме на каждом шагу и проверяют документы, а у тебя идет просрочка уже большая. И ты думаешь, депортируют тебя сегодня на улице или нет? Потому что людей забирали просто, бывало, с улиц. В бары заходили, жандармы и забирали. И вот этот страх какой-то, боясь оборачивания все время на других, смотреть, чтобы тебя никто не сдал, что ты работаешь, потому что ты подаешь какие-то объявления, и ты понимаешь, что тебя могут свои же конкуренты просто сдать. Потому что были такие моменты, когда к девочкам приходили домой, они работали, и их просто депортировали в 3-дневный срок из страны. Это ужасно. Здесь такого ощущения нет. Здесь настолько спокойно дышится, и ходишь по улицам, не оборачиваясь никуда, ни на кого, и ты знаешь, что, знаешь, не знаешь, главное, надо, конечно, жить правильно. А так, здесь намного спокойнее, чем везде. Как тебе тут наше общество? Очень интересно, что многие женщины говорят именно в Египте, хотя в Турции тоже были такие же разговоры у нас: никому не доверяй, никому про себя ничего не рассказывай. И в плане Турции это было, что мужчинам, да, что не знакомься с мужчинами, с турецкими. Здесь же наоборот. Все женщины мне говорят: ни с кем не заводи дружбу из женщин. Я говорю, почему? Потому что здесь очень много коварных женщин, которые, если что, могут тебя предать. В плане того, что если у тебя есть мужчина, то твоего мужчину могут быстренько охомутать, или как сказать, что без зазрения совести, то есть начать общаться с твоим мужчиной. Не знаю почему, но я говорю, что мне всегда попадаются люди добропорядочные. Хотя надо быть осторожней, конечно, в любой стране. И по поводу женщин, и по поводу мужчин у меня было очень много обмана в плане того, что и бизнеса, и дружбы. И я на этом, конечно, могу сказать, что собаку съела, как говорится. Но я очень открытый человек. И никогда не скрываю ничего от других, хотя это неправильно. Я очень доверяю людям, и это тоже бывает неправильно. Хотя не бывает, а просто говорят, что нельзя всем доверять. Но у меня как-то так получается, что я очень много доверяю. Потом от этого страдаю.
перехожу черту, перешагиваю и иду дальше. Но все равно я не остановилась на том, что я доверяю. Наверное, я такой человек. Ну что ж, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там всегда много ценного. И до скорых встреч в Египте. Пока-пока.